Всем привет! С вами я, Алина Федорова. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться. Сегодня у меня в гостях Ксюша. Ксюша профессиональный визажист. И у нас уже было совместное видео. Мы делали макияж, как у Эмили Ратаковски. Сегодня мы будем делать новогодний макияж, который отлично подойдет для какой-то вечеринки. Ссылку на инстаграм Ксюши я оставлю внизу под видео. Там вы сможете ознакомиться с ее другими работами. Давайте начнем. Сейчас наносим праймер на чистую кожу, увлажненную, уже подготовленную под нанесение макияжа. Это праймер Becca, мой любимый. Он поможет сделать кожу чуть-чуть более ровной и подсветить ее как будто бы изнутри. Так, сейчас наношу тональное средство Stila. Такое тонкое покрытие, он дает красивый эффект. Больше подходит тем, у кого в принципе хорошая кожа, просто нужно выровнять цвет. Для проблемной его тоже можно использовать, но только нужно будет побольше еще консилера, чтобы нанести локально. Я предпочитаю нанести какой-то такой очень легкий флюид на лицо и уже локально исправлять какие-то недостатки. Чтобы эффекта маски не было, да? Да. Мне кажется, самый плотный тональный крем, который я пробовала, это был MAC. Ну, мне кажется, ничего плотнее у меня точно не было. Там прям... Ну, у них тоже есть много разных текстур. Просто, видимо, ты выбрала такой. У меня был один период, когда у меня был прям очень-очень проблемный лоб. Вот у меня были высыпания на лбу, я покупала специально. Сейчас буду наносить консилер под глазки немножко крыльев носа. Я буду использовать консилер бренда Camouflage Dermacolor. Он очень-очень плотный, поэтому я смешиваю его с тональным кремом. Немножечко разбавить текстуру. Чуть-чуть подчеркиваем скулы с помощью темного тонального средства. Я использую Laura Mercier. И на скулы мой любимый хайлайтер Becca. Жидкий, не пудровый. В каждой работе есть твоя какая-то специфика и недостатки. Ну вот если, допустим, человек хочет стать визажистом, что ему нужно знать, что его может ожидать такого? Если человек хочет стать визажистом, то он должен ожидать, что у него должно быть бесконечное количество практики. Грубо говоря, ты так просто не возьмешь и не начнешь зарабатывать деньги, да? Должна быть очень набитая рука, чтобы сразу определить тип лица. А еще я помню, когда мы с тобой работали на каталоге, когда тебе показывают фотографию, говорят, вот Ариана Гранде, либо вот Селена Гомес, сделай нам, пожалуйста, модель вот такую. Да, это правда. Вот, кстати, о сложностях в работе. Самая большая, наверное, сложность, когда клиент или заказчик какой-то молодой бренд, и они еще не сильно опытные. Они берут модель, допустим, смуглую брюнетку с карими глазами и показывают как референс модель блондинку с голубыми глазами. И такое бывает? Сделай, пожалуйста, макияж, чтобы выглядел вот так же. Наносим праймер под тени, сделать веко более гладким. Но бывают сложности, когда нужно быть на сайте в 5 утра, например. И работать 12 часов или 14 часов подряд. Это видео, да, в основном? Или фотосъемки? Да, нет, фотосъемки так долго не будут. И многим кажется, на самом деле, что эта работа такая, ну, как бы простая довольно-таки, как будто ты накрасил, подготовил модель и сидишь, отдыхаешь, смотришь за этим. На самом деле нет. Визажистом должен быть практически тенью оператора или фотографа, стоять за спиной и все время видеть, что происходит в кадре, чтобы постоянно поправлять. А на свадьбах, Ксюш, ты работаешь? Я принципиально отказалась. Ну, во-первых, это немножко разная специфика, хотя многие утверждают, что нет. Я работаю только на съемках, на видео и на фото. Когда, допустим, работаешь не с моделью, а с обычным человеком, который не привык быть на камере, делаешь макияж, и она смотрит на себя в зеркало и говорит: нет, это точно нет, так я не хочу. И я говорю, что давайте посмотрим, как это выглядит на камере, и тогда решим. И оказывается, что на камере это выглядит совсем по-другому. И все остаются довольны. То есть это надо знать. Я использую гель-подводку. Мне кажется, они самые удобные. Ты сразу же научилась стрелки рисовать? Хороший вопрос. Я не помню, честно говоря, потому что это было много лет назад. Но мне сама на себе, допустим, тоже сложно рисовать стрелку. Я не знаю почему. Ну, не то чтобы сложно, но проще кому-то. Проще кому-то. Стрелки идут всем девушкам? Я бы сказала, что да. Бывает форма глаза, когда ее сложно подобрать правильную форму, но возможно такая вещь. Я всегда подводку сначала наношу на руку, потому что мне нужно, чтобы текстура стала более пластичной. И от тепла она разогревается, хотя многие скажут, что нет, так нельзя делать. Так можно делать. И нужно. Я никогда не использую ее прямо из банки или... Как ты считаешь, сейчас в наше время реально профессионально выучиться на визажиста, если смотреть просто какие-то YouTube-ролики там? Я имею в виду, даже если не заканчивать что-то профессионально, вот просто самообучением на практике. Конечно, да. Но я, допустим, училась сама по себе. Я потом посещала какие-то там семинары, курсы.
Но базу дает твое видение и практика. А еще, как ты считаешь, визажист, он должен и волосы уметь делать? Это удобнее, когда ты можешь создать образ целиком, но совершенно нет. Ты уже давно в LA работаешь. Можешь сказать, в чем отличие, как красятся американские девушки и русские? Могу, но, по крайней мере, то, что касается Лос-Анджелеса. Ну да, Лос-Анджелес – это не вся Америка. Да, здесь девушки, они, в принципе, либо не красятся вообще, либо красятся совсем по полной программе. И под полной программой я имею в виду, что они очень любят прям плотный тональный крем, контуринг, брови и ресницы, и губы, и все у них прорисовано. Но это мода на Кардашьян. Вот здесь это очень любят. Чтобы не носить блестки, я использую Too Faced как глиттер глю, базу как клей, но можно, в принципе, использовать просто клей для ресниц. Кстати, Ксюша, тебе нравятся нарощенные ресницы? Ну вот я говорю сейчас про повседневную жизнь, просто вот нарастить ресницы. Не конкретно на съемку. Я, честно говоря, не очень люблю все нарощенное, но да, почему нет, если это выглядит натурально. Я знаю, что в России наращивают очень красивые ресницы. Такие они прям как настоящие. Очень круто, что на Новый год можно сделать такой макияж, который бы ты не сделала ни в какой другой праздник. Там можно сделать что-то необычное, яркое. Что ты думаешь по поводу татуажа? Я не люблю татуаж категорически. Красим реснички. Я использую, это называется мусс для бровей от марки Becca. Очень легкой текстуры. У них есть разные цвета, очень красивые. Выглядит очень натурально. Бровки я прорисовываю просто как штрихами. Ксюша, сколько стоит средняя стоимость макияжа? Если я хочу сделать макияж у профессионального визажиста, в среднем здесь, в LA? Очень по-разному. Здесь очень странный разброс цен вне зависимости от качества. То есть ты можешь сделать макияж там, за 300 или за $500, и он будет того не стоить. А можешь сделать за 100-150, и будет очень даже прилично. Ну, допустим, окей, от какой суммы вообще начинается макияж? Я знаю, что сейчас есть такие эп-приложения, на которых ты можешь вызвать себе визажиста или парикмахера в любое время. Прикольно, я не знаю. Да, но как-то обычный потребитель не в восторге. И да, у них, по-моему, средняя цена где-то $80 за макияж. Немного бальзама для губ. Я буду использовать The Lip Sleep by Sarah Hebb. Очень нравится мне этот бальзам. А какие съемки самые высокооплачиваемые для визажиста? Это реклама для каких-нибудь брендов больших. Как там для Subaru или для Kerastase. Как один из вариантов мы сделаем сейчас губы натурального цвета, nude. Я использую помаду Too Faced. Довольно стойкая, матовая. И у них очень приятные расцветки. Ты, Ксюша, училась где-то на хейрстайлиста? У меня были, да, хорошие очень учителя. Мне посчастливилось работать в Лондоне с командой, которая работает... Один мастер, он работает с королевской семьей. Ничего себе. Он показывал мне, как делать всякие классические прически, укладки. А несколько мастеров, которые работают в команде Шанель, мне с ними на показах постоянно. И так далее, и так далее. То есть я прошла такую очень хорошую практику. В фэшн-индустрии, в принципе, по всему миру ценится одно и то же. Это, ну, во-первых, это как бы очевидно скорость работы. Это то, что ты хорошо работаешь с кожей, не перегружаешь ее, видишь, что тебе нужно сделать, как бы хорошо понимаешь поставленную перед тобой задачу. Ну и, естественно, ты как профессионал, который может сделать все, что угодно. Для меня в повседневном макияже, вот когда кожа чистая, красивая, мне кажется, это самое основное. Лучше инвестировать в свою кожу, чем косметику. Ну, вообще, да. Просто, действительно, если кожа проблемная, то любой макияж, на самом деле, выглядит, ну, уже не так. И вообще самая главная задача, да, любого макияжа, по сути, первоочередная, это выровнять тон кожи. А если он у тебя от природы, ну, там кожа хорошая, чистая, то полдела сделано. Даже когда от природы кожа очень хорошая и чистая, все равно нужно ухаживать. Она должна быть увлажненная. Когда это важно. И разница велика, даже если ты просто используешь какие-то домашние маски, крема, чем когда ты не используешь ничего, даже при хорошей коже. Профессиональный уход важен для кожи? Очень. Я
абсолютно сторонница того, что косметолога надо посещать хотя бы раз в месяц. Просто на самые простые процедуры. Даже хотя бы на массаж лица. Это делает очень большую разницу. И я замечаю даже по моделям, с которыми я регулярно работаю, которые, допустим, только приходят в индустрию, и они еще ничего не знают об уходе за кожей. И со временем они начинают расти, как модели. И, естественно, они делают больше процедур. И разница очень заметная. Сколько в среднем визажисту дают время, допустим, сделать и макияж, и волосы? По-хорошему, на то и на другое вместе должно уйти где-то час 15. Кстати, часто модели используют накладные волосы, нарощенные. Ты встречаешь в своей практике? Много ли таких? Нарощенные? Бывает, но вообще это не распространено. У них не должно быть ничего нарощенного. Не должно быть ни нарощенных ресниц, ни нарощенных ногтей, ни нарощенных волос. Потому что с нарощенными волосами очень неудобно работать. Какой макияж ты думаешь себе сделать на Новый год? Я вообще не знаю, как его праздновать. Я, кстати, тоже. Ксюша, ты работала на проекте с моделями Plus Size? Да, много раз, конечно. Вообще в Америке очень востребованные. Очень востребованные, да. Очень их, я так понимаю, относительно немного, если сравнивать, с обычными моделями. Поэтому, наверное, на них спрос большой. Мне интересно, какие требования к моделям Plus Size. То есть она должна быть красивая внешне, лицо, рост, но при этом она просто полнее. Гораздо, да. Когда-то работала в Украине с моделью Plus Size. И она была, наверное, по европейским меркам, она plus size, но по американским, то она просто medium. Это вообще просто среднего телосложения девушка. Тут бы в Америке точно, мне кажется, не поняли, что это plus size. В Америке много модельных агентств, которые, например, некоторые агентства специализируются только на блогерах, некоторые категории есть для plus size моделей, для детей, даже для совсем маленьких детей. Есть агентства, которые снимают отдельные части тела. Это могут быть руки, которые для рекламы какой-то используются, либо волосы, либо ноги. То есть, если у вас красивые руки, вы можете быть моделью. В рекламах могут ваши руки использовать. Это очень круто. А также здесь очень много работают беременные модели. Это очень тут востребовано. Мне когда-то одна модель говорила, что она больше работала, когда она была беременна, чем когда... Да. Можно, наверное, фейковые животы как-то не делать. Иногда, наверное, нужно, чтобы был реальный живот. Смотря что ты снимаешь, как ты снимаешь. Всем спасибо за просмотр этого видео, я надеюсь, что оно вам понравилось. Если да, ставьте лайк, а мы с вами скоро увидимся. Пока, друзья!